Привет, друзья! Мы продолжаем исследовать наши ближайшие окрестности. Недавно мы рассмотрели на карте маленькое озеро, примерно в 20 километрах от нас. Оно находится совсем рядом с дорогой, по которой мы уже несколько раз проезжали. Еще мы заметили рядом парочку любопытных объектов. Деревню с несколькими домами, а рядом с ней спортклуб. Никакой информации ни о деревне, ни о спортклубе нигде не нашлось. Мы представили себе, что деревня это сейчас совсем заброшена, а спортклуб там был когда-то давно, и решили заглянуть туда по пути. Сначала нам попалась еще одна заброшенная деревня. Ее первоначальные размеры непонятны. Уцелело, если можно так выразиться, только несколько деревянных домов на одну семью. Вероятно, в них жили еще долгое время после того, как деревня пришла в упадок. Мы хотели бы найти какие-нибудь вещи, оставшиеся после людей и хранящие их историю. Но если здесь и оставалось что-нибудь, сейчас здесь никаких вещей нет. Сохранились только стены, частично крыши, перекрытия, фундаменты, подвалы. По этим остаткам можно узнать только планировку домов и из каких материалов они строились. Архитектурных особенностей у них нет. Эти дома хоть и односемейные, но типовые. Мы нередко проезжаем мимо таких домов в разных районах и областях. Иногда они стоят вдоль улиц, прямо вплотную к обитаемым домам. Иногда далеко от жилых деревень. Насколько мы можем судить, все имущество из этих домов используют те, кто живет по соседству. Но мы все-таки не оставляем надежды увидеть в таких развалинах что-нибудь особенное. Старую утварь, фотографии, книги, документы. Спортклуб оказался реальным и действующим. Это большая территория, обнесенная забором. Дальше обнаружился некий недостроенный двухэтажный особняк. Скорее всего, они как-то связаны. За особняком, как и ожидали, мы увидели несколько деревянных домов, давно-давно покинутых. А за ними совсем неожиданно колодец и таксофон, с видом в приличном состоянии. А еще чуть дальше оказался жилой дом. Он выглядел даже лучше, чем большинство домов в обитаемых деревнях неподалеку. За этим домом начинался лес, и мы вернулись к заброшенным постройкам. Убедившись, что и эти дома пусты, мы вернулись на дорогу и поехали к лесному озеру. Этот карьер, на первый взгляд, казался на карте одним из обычных низинных водоемов, каких много в наших лесах. Но присмотревшись, мы разглядели, что берег у карьера песчаный, есть широкие открытые участки. А во-вторых, на этом карьере отмечено несколько пляжей. Это уже интересно и позволяет надеяться, что подъезд к воде есть. А даже если нет, то идти недалеко, метров 200 от дороги. Дорога через лес оказалась сухой и твердой, хотя и весьма неровной. На первый взгляд она даже выглядела непригодной для проезда, и мы на всякий случай прошлись по ней пешком. Видно, что она была недавно очищена от упавших деревьев и сучьев. Кое-где машина еле-еле проходила по ширине.
Пляжи с этой стороны скорее можно назвать мангальными зонами, и места для них на берегу немного. Лесная грунтовая дорога не кончалась в этом месте. По ней, скорее всего, можно объехать большую часть озера. Но мы предпочли вернуться на главную дорогу, чтобы добраться к другому берегу. Оказалось, что песчаный карьер расширяется в том направлении, и сейчас там вырубается лес и добывается песок. Подъезд к карьеру здесь шире и ровнее, чем с той стороны. Похоже, он остался с тех пор, как песок добывали на месте озера. А вот с другой стороны никакой дороги изначально не было, а узкий проезд сделали позже. Грузовик там точно не пройдет, да и нам объезжать карьер, продираясь сквозь бурелом, совсем не хотелось. Но и тут, и там дорожки слишком узкие, чтобы разъехаться. При этом мы видели с обеих сторон по несколько машин, и нам просто повезло не встретиться с ними на ходу. Люди сюда ездят разные, на одних полянках валяется мусор, а другие чисто убранные, но мусорных, к сожалению, больше. С этой стороны озера оказался менее обрывистый берег. Рядом с ним находится еще один песчаный котлован, и он отделен от озера насыпью. Из-за этого здесь не так ветрено, как на другом берегу.
Здесь нет столов и скамеек для пикника, но есть ровные участки для палатки или навеса. Рядом с берегом плещется рыба. Рыбаки, похоже, предпочитают эту сторону озера. Нам здесь тоже понравилось больше. Здесь очень тихо, и воздух наполнен хвойным запахом. Может быть, стоит раздобыть удочку и как-нибудь приехать сюда на денек-другой?